Пару месяцев назад в нашей семье кукольной появилась вот такая вот девочка-малышка. Ее мы назвали Элис. Она выполнена по технологии с вот такими длинными ножками. Куколка у нас не умеет стоять, но зато будет отлично, уверенно сидеть на полочке. Также ее отличительной особенностью является прическа, выполненная в новом стиле из пряжи букле, которую мы приваливаем непосредственно к самой голове. Одета наша кукола вот в такое милое, нежное, воздушное зефирное платье розового цвета. Лиф и рукава выполнены в таком вот кружеве. Фатиновый подъюбник, очаровательные полосатые леггинсы, на ножках милые кеды, есть маленькие блестящие крылышки, и в кудрях у нее запутался маленький вот такой цветочек. Куколка получается довольно увесистая и тяжеленькая за счет того, что для усидчивости и устойчивости у нее в нижней части туловища мы кладем гранулят специальный, или можно любую крупу класть. Вот такой вот милый ангел. И можно украсить спальню, комнату маленькой девочки, или подарить на день рождения, на Рождество. Вот такая вот куколка. Сейчас я вам покажу, что вы найдете в наборе для ее самостоятельного создания. Все наши наборы упакованы в аккуратные милые коробочки, поэтому их можно подарить. Внутри коробочки вы найдете вот такой большой моток ниток для прически. Кстати, в инструкции будет подробный видеоурок о том, как сделать прическу в такой технике. На самом деле это несложно. Милая открыточка. Здесь указаны все наши контакты. И если возникают вопросы по пошиву, также можно писать по этому адресу. Наша швейная техподдержка поможет и подскажет. Милые маленькие кеды. Пакетик с мелкой фурнитурой, пуговички для ножек, маленькие бисеринки, глазки. Вообще этим куклам традиционно глазки рисуют акриловой краской, но мы на всякий случай вкладываем 2 бисеринки, если дома не найдется краски. Крылышки блестящие с люрексом, кружево на лифы для рукава и стопка тканей. Трикотаж хлопковый для леггинсов, белая ткань для укрепления туловища, ручек и ножек. Вот эта розовая ткань, это внутренняя часть туловища, ее не видно, потому что она находится под одеждой. Фатин для юбочки, розовый хлопок, сатин очень мягкий для подола юбки и кокетки, и трикотаж для тела самой куклы. Также внутри вы найдете инструкцию. Внутри инструкции прячутся 2 иголочки. Сейчас покажу. Одна иголочка вот такая большая и длинная, она для пришивания ручек, ножек или головы. Ее длина примерно 12-15 сантиметров. И вторая иголочка, это специальная игла для валяния. С помощью нее мы будем делать прическу нашей кукле. Она очень острая, будьте аккуратны. Паспорт для нашей куклы. Сюда вы можете вписать имя, дату рождения, место рождения. Ну и сама инструкция. На страницах инструкции вы будете встречать вот такие черные квадратики. Это ссылки на подробные видеоуроки. В инструкции подробно рассказано, как сшить юбочку, кокетку, голову, тело куклы, сделать прическу. По прическе есть фотографии и ссылка на видеоурок. Вот такой вот набор.